Следующий, друзья, слайд – это мой, так сказать, традиционный слайд, где период исследования 12 месяцев, то есть мы говорим о тенденциях, о том, что произошло на протяжении года. Предыдущий слайд, помните, мы говорили о том, что произошло за 4 года и несколько месяцев, там 18,30% снижения стоимости квадратного метра. А вот здесь мы рассматриваем, что произошло за один год, период сравнения, апрель 2025 год, $442 за квадратный метр, это класс социальное жилье. И $424 за квадратный метр уже в апреле 2026 года, что в годовом измерении, друзья, показало всего лишь снижение минус 4,07%. Видите, за 4 года 18% подешевела недвижимость, а за год всего лишь на 4%. Друзья, здесь также прошу обратить ваше внимание, индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок. Он отрицательный 0,959. Что такое индекс рынка недвижимости? Это макроэкономический показатель, который характеризует, как изменяется стоимость недвижимости во времени. И я на примере, вот как его считать, вам показываю. 424 делим на 442, получаем снижение в годовом измерении в процентах минус 4,07%, или же отрицательный индекс 0,959. Друзья, немного рекламной паузы. На протяжении многих лет, это больше 10 лет, я и компания Olymp Consulting готовим для крупных украинских системных банков индексы, то есть и также иностранных банков, которые работают на территории Украины. И, друзья, я знаю, что меня смотрит фокус-группа людей. Это люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или же риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. Друзья, а я один из немногих в Украине, напомню вам, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на данном графике данного класса жилья показываю вам, как изменилась за год стоимость квадратного метра. Поэтому наша синергия и знания помогут вам, ну я говорю сейчас о риск-менеджменте и о людях, которые работают в банковских учреждениях. То есть вам развиваться в вашем сложном бизнесе и, конечно же, помогает мне работать, заниматься наукой и также развиваться вместе с компанией Olymp Consulting. Поэтому еще раз напомню, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я буду показывать, ну, как минимум раз в квартал вам под всю недвижимость, под которую ваше учреждение финансово выдало какие-то средства, я буду показывать, как обесценивается эта недвижимость или наоборот растет в своей стоимости. То есть именно об этой синергии знаний я и говорю. Меня найти очень просто. В описании YouTube канала есть мой телефончик Viber Kyivstar. Также есть кипрский телефон, в зависимости от локации, как удобно, можете набрать, спишемся. И я и компания Olymp Consulting будем готовить для вас исследования. И вы будете очень хорошо ориентироваться, что происходит с залоговой недвижимостью, которая находится в портфеле вашего финансового учреждения. Итак, друзья, это была реклама. Переходим к следующему. Это самый интересный слайд, подводя итоги, что произошло за год по целому региону, друзья. Город Днепр и город Запорожье. Переходим. Ну, во-первых, карта осталась та же самая, а вот табличка внизу изменилась. Давайте посмотрим, что произошло за год. Город Днепр. На примере класс социальное жилье. $545 за квадратный метр. Это апрель 2026 год. Апрель 2025 год $532 за квадратный метр, что показало динамику роста 2,44%. Да, друзья, не удивляйтесь, кто смотрел предыдущее мое видео, город Днепр с половины 2025 года, 6 месяца, это июнь месяц, показывал нам динамику роста аж до января 2026 года. Теперь там мы видим затухающую динамику снижения, она незначительна, но это уже похоже на тенденции. Но в целом в годовом измерении мы видим, что остается пока положительная динамика роста, плюс 2,44%. А вот город Запорожье, видим, что
апрель месяц 2026 год $424 за квадратный метр. И уже в апреле 2025 года $442, что показало снижение на 4,07% в годовом измерении. Индекс здесь видим отрицательный 0,959. Подводя итоги, красная черта в целом по региону, среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. Кто не знает, напомню. Суммируем город Днепр, Запорожье, вот эти стоимость, да, и делим на 2. Получаем среднее арифметическое число 485, что, в общем-то, сравнивая с апрелем 2025 года, где $487 стоимость квадратного метра по региону, видим, что за год снижение 0,5%, минус 0,51%. Индекс отрицательный 0,995. Итак, друзья, давайте перейдем теперь уже к прогнозам. То есть мы подвели итог, что на 0,5% в целом подешевела недвижимость в Донецко-Приднепровском регионе. Так, давайте я закрою показ слайда. И о прогнозах, друзья. Очень кратко. Ну, знаете, у нас любят, это стало модное занятие, прогнозировать что-то. Как правило, люди, которые что-то прогнозируют, они кто на кофейной гуще, кто слышит голос Вселенной. Ну, по-разному бывает, в зависимости, так сказать, от способности человека. Да, я в своих прогнозах применяю научную исключительную методологию. Это метод многофакторного анализа. Очень кратко, что такое многофакторный анализ? Когда я смотрю на рынок недвижимости уже через призму макроэкономических показателей, которые характеризуют развитие региона. Это еще называется внутренний валовый региональный продукт Запорожской области, Днепропетровской области. Видите, Днепропетровская область осталась, а город Днепр почему-то переименовали. Так вот, все эти макроэкономические показатели, если мы сравниваем период сравнения 2020, так сказать, там, 5 год, за 26 еще нет, с довоенным периодом, то мы видим, что, ну, беда, экономика разрушена. То есть рынок недвижимости не может себя вести в противофазе того, что происходит в экономике. То есть есть какие-то колебательные процессы, которые мы наблюдаем, как по Днепру увидели полгода, с какого-то перепугу дорожала стоимость квадратного метра, но в итоге закономерности, они работают. То есть плохо в экономике и, соответственно, недвижимость в своем основном показателе, это стоимость квадратного метра, начинает снижаться. Итак, к прогнозам. Я предполагаю, что май-июнь месяц это по 1%, ну, скорее всего, по 0,5% мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. То есть в целом по региону мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. И, как я уже сказал, это будет где-то по 0,5% в месяц. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Alimp Consulting готовит для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, который, я уверен, станет для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих, друзья, видеороликах.